Всем привет! Хочу записать новый плейлист, в котором мы будем рассматривать разные токены, криптовалюты и акции. Вот, допустим, есть у нас акция «Учитесь и торгуйте». Дата 12.10, и в эту дату интересно, какое изменение этой валюты было, либо вниз, либо вверх, да, то есть влияет ли разные новости вот таким образом на поведение цены. Вот мы возьмем самые первые, ну как первые, вот у нас по истории больше не дают, да. У нас есть BNB промо-акция, ну, это давайте пропустим, это мы пропустим. Вот, допустим, возьмем новость Элис. Срок проведения кампании с 29.10 по 7.11. Информация 11.03. Да. Хотя очень странно. Очень странно, потому что написано с 29-го. Информацию дали 11 месяца. Ну, допустим, хорошо. Давайте смотреть. Криптовалюта Элис. Торгуется она на таких криптобиржах. Заходим на Binance. Так, это у нас график по биткоину, как вы уже знаете с других видео. Это график основной этой криптовалюты. Берем один день и смотрим. Значит, дата у нас 29.10. Ищем. Двадцать 29.10 это вот примерно вот этот уровень. Не, перепутал. 29.10 это вот у нас октябрь. 29 октября. Вот, собственно, выделим график и отметим окончание 07.11. 07.11. Это у нас вот здесь, вот как раз вот период. И мы тут, кстати, торговали. Уберем все лишнее. Итак, мы видим, вот, кстати, биткоин. Вот мы видим движение биткоина. Движение биткоина, в принципе, повторил движение биткоина криптовалюта Элис. Но момент 29 октября. На протяжении 2 дней криптовалюта выросла на 57%. Даже возьмем 60%. И на третий день после проведения, то есть в период проведения акции, вот были продажи на 25%. Далее мы видим рост в 23%. Опять какая-то была коррекция. Но если посмотреть до окончания и первая коррекция, мы выросли после этого отсюда до сюда на 30%. Если взять полностью период проведения акции с 29 октября по 11 7, то есть ноября, мы получили 54%. То есть вот 7-11. После этого уже акция завершилась, и мы видим после этого коррекцию на протяжении 2-3 дней на минус 30%. Волатильность здесь, как вы видите, уменьшается. Продажи выросли. Вот мы видим бары по продажам. Потом небольшие покупки. Опять у нас продажи. И после этого уже идет какой-то у нас рост. Это с 17 ноября. Поэтому акции, в начале акции мы выросли. В период акции были падения. В основном можно было в безубыток выйти, если вы вдруг купили как говорят, на хаях. И после окончания акции цена снизилась. Это у нас 10 число, это 11 число. Если дальше посмотреть по этой валюте, то 11 у нас тоже есть события. Торгуй, учись, торгуй, выигрывай. Элис, Сент, ENG и так далее. То есть, возможно, цена также с 11 числа начала расти, но уже в меньшей степени. И здесь мы максимум могли получить, если бы зашли в лучшем случае внизу, то 21-30%. Далее
у нас акций по этой валюте не вижу, не было. Может быть, что-то еще влияло. Еще в период проведения акции 11.03, когда была информация о акции Хэллоуин, также торговля Элис. И 11.03 это у нас примерно вот в этом промежутке, то есть тут мы видим тоже рост. То есть в период проведения общей акции были мини-акции, которые также способствовали росту этой криптовалюты. И что самое интересное, когда биткоин начал падать, то криптовалюта Элис начала расти. И вы видите ее АТХ 20, почти 8. То есть выросла на 150%. Скорее всего, в этот период тоже была какая-то информация, поскольку она пошла в разрез по биткоину. Допустим, вот запуск игры планируется на июнь 2022 года. Или же события, которые могли повлиять на рост цены, вы видите, вот в ноябре это листинг на бирже Bitrue и Bitforex. Вот здесь наоборот идет снижение, то есть после листинга. Здесь до листинга, до информации был подъем цены. То есть, в принципе, я думаю, что сообщение о листинге было в районе этом. 28 ноября, вот вы видите. Вот. АТХ монеты было 26.96, как мы уже видели. Выпуск коллекции NFT Хэллоуин было 31 октября информация, то есть до этого цена выросла. Вот. Тоже листинг на бирже KuCoin. Очень интересный вообще анализ, проведите аналитику сами, смотрите на те моменты, новостные какие-то моменты, листинги, как влияло на цену. Да. Листинг на бирже Indodax, как не знаю эту биржу, но после листинга вы видите движение. В основном все листинги это движение вниз. Листинг на бирже WazirX. Это индийская биржа, и токен VRX, который мы все знаем. В итоге, то, что мы хотели рассмотреть, мы рассмотрели. То есть цена на новостях растет. Как только новости или акции заканчиваются, да, либо какие-то листинги происходят, цена падает. Торгуйте осторожно, всегда ставьте стопы. Не торгуйте на фьючерсах на больших плечах кредитных. Торгуйте, старайтесь торговать на несколько дней, то есть видите график на несколько дней. Не заходите на АТХ монеты, потому что, как вы видите, вы застрянете на ней очень долго. Лучше потом перезайти и заработать, когда уже цена упала. И вот вы видите среднескользящую линию. Отсюда можно рассматривать какие-то покупки. Но опять надо проанализировать, потому что цена может еще после пробития этой линии оказаться на уровне 8.39 и даже может 5.48, но это очень большое может падение быть. Поэтому не спешите торговать, всегда вы можете заработать деньги. Ну и всем удачной торговли, всем пока.